Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о наушниках от компании EPZ, а конкретно речь пойдет о новинке Q1 Pro, и я сравню их с первой версией Q1. И, наверное, я буду единственный обзорщик, кто это сделает, а не будет как-то гадать по графикам. Так что, думаю, обзор получится интересный, и я постараюсь его сильно не затягивать. Q1 Pro сейчас стоит 3200 рублей, а обычные Q1 обойдутся вам в 2400 рублей. То есть обе модели бюджетные. И приходят они в очень небольших черных коробках с довольно приятным оформлением. И в Q1 Pro за звук отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм. Чувствительность составляет 100 дБ, и они получили стандартные 32 Ом импеданс. Тогда как в Q1 за звук отвечает динамический драйвер диаметром 13 мм, а чувствительность составляет 110 дБ, и они тоже получили 32 Ом импеданс. И на раскачку, понятное дело, обе модели будут очень легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Обе модели изготовлены из медицинской смолы и получили разъем 2 пин, идущий ровно вровень с корпусом. И в сравнении форма корпуса у них довольно сильно отличается. И Q1 Pro имеет вот такую яркую, красивую, очень переливающуюся расцветку. Есть тут как оттенки синего, так и фиолетового и даже белого. А Q1 смотрятся не менее интересно. У них тоже красивое оформление панели с логотипом компании. А вот компенсационное отверстие тут в обоих случаях абсолютно одинаково вынесли назад. Вот здесь. А вот звуководы тут среднего довольно диаметра, имеют сеточку. И у Q1 Pro оно изготовлено из металла. Но радует, что тут есть небольшой бортик в обоих случаях. И с посадкой и удобством у этих моделей все отлично. Сидят в ушах плотно, и дискомфорта при длительном прослушивания никакого нету. А вот по комплектации тут довольно интересно получается, и вы можете сами написать в комментарии, где же она все-таки лучше. У Q1 имеется вот такой удобный органайзер с кучей амбушюр от малых до больших, а вот у Q1 Pro такого нету. Но по сути комплект тут очень похожий. Мы получаем вот такие фирменные чехлы, инструкция, набор амбушюр у Q1 Pro и черный кабель с микрофоном и 3.5 джек и 2 пин коннекторами у Q1 и более лучший медный кабель у Q1 Pro с штекером 3.5 джек и тоже 2 пин коннекторами. Ну, думаю, разница в пользу Q1 Pro очевидна. А теперь давайте лучше поговорим о звучании этих наушников, и тут очень интересная картина получается. Если Q1 были очень нейтральными, теплыми и гладкими по подаче наушниками с менее подчеркнутыми высокими частотами, то Q1 Pro получились более яркими и энергичными по подаче с ощутимым акцентом на области верхней середины и высоких частотах. Но, по крайней мере, тарелки тут звучат намного интереснее и детальнее, чем это было в Q1. И чисто от себя скажу, что я бы лично на месте производителя не стал бы усиливать область верхней середины, так как вариант оформления средних частот мне нравится в Q1 больше. У них более нейтральное и спокойное звучание, которое лично я одобряю. А вот такая энергичная подача у Q1 Pro мне нравится все-таки поменьше. Хотя область высоких частот, безусловно, у них подается лучше. Они звучат более прозрачно и воздушно, и тембры более достоверные, и не такие размытые, но в любом случае это дело вкуса. Я знаю, что и любители более ярких настроек тоже найдутся среди моих подписчиков. И на низких частотах эти наушники довольно похожи, и у Q1 бас на слух воспринимается даже лучше, так как у Q1 Pro средние частоты стараются занять больше пространства и охватить собой все, что можно, за счет чего бас в них немного теряется. И в этом случае правильнее было бы подтянуть его хотя бы на уровне верхней середины, чтобы он мог как-то компенсировать ее усиление. Но в любом случае у этих двух моделей бас достаточно массивный, собранный с вполне хорошим контролем и достаточно четкой текстурой. Затухание довольно плавное, да и сатурация передается вполне достоверная. Но, понятное дело, это не так супер прозрачно, как в топовых моделях.
о которых мы с вами поговорим уже скоро. А вот средние частоты, как я сказал ранее, в Q1 нам подаются как очень теплые, супер аккуратные, в какой-то степени даже смягченные, но на слух это очень приятно, я мог бы слушать их долго, без какого-либо утомления. Тогда как в Q1 Pro мы имеем очень энергичную, заряженную эмоциями подачу этой области, где есть куча энергии, более подчеркнутый малый барабан и выдвинутая вперед вокальная часть, которая в некоторых треках уже может начать утомлять своей излишней назойливостью и явным акцентом. А вот высокие частоты, без сомнений, на Q1 Pro они лучше, они более детальные, прозрачные, с кучей воздуха, не такие зажатые и продавленные, как в Q1, поэтому тут Q1 Pro однозначно будут интереснее, так как уже появилась и та самая недостающая аналитика, и какая-то вменяемая техничность. Но что касаемо звуковой сцены, то Q1 Pro однозначно тут выигрывает и в ширину, и в более лучшую проработку глубины, тогда как в Q1 мы имеем просто небольшое сформированное аккуратное пространство, где нам разместили инструменты, вокалиста с ударной партией, и такая уютная подача, наверное, тоже найдет своего ценителя. Но вывод по этим наушникам у меня получился таков. Q1 Pro это очень энергичные, эмоциональные по подаче наушники с более лучшей детальностью и техничностью, чем Q1, которые получились совсем другими по звучанию, они более теплые и для меня лично комфортные за счет менее акцентированной области верхней середины. Хоть и высокие у них тут слегка, да, они отошли на задний план, но общий тон подачи у них довольно приятный. Поэтому, думаю, каждый тут без проблем выберет, что ему больше по вкусу. Для вас, как я всегда, старался описать звучание наушников максимально подробно и достоверно. Ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был Acid Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.